Гора Маура. Она находится в нескольких километрах от небольшого вологодского городка Кириллово. Это место почитается святым. Именно здесь преподобному Кириллу, шедшему в эти глухие места из Москвы, было видение, о котором он рассказал своему спутнику, монаху Ферапонту. С вершины горы иноки увидели место основания будущего Кирилло-Белозерского монастыря. В память об этом здесь стоит часовня. В конце XIV века места эти являлись важным перекрестком крупных водных путей, соединяющих Волгу, Северную Двину и Волхов. Москва и Новгородская республика были тогда соперниками. Поэтому основанный Кириллом монастырь, помимо крупнейшего духовного центра, стал форпостом московских земель на границе с Новгородом и проводил промосковскую пропаганду среди местного населения. С другой стороны Мауры, у подножья горы, находится село Горицы. Удивительно красивый пейзаж – холмы, леса, скованная льдом река Шексна, живописные острова на ней и монастырь, вписывающийся в грандиозную панораму природы. Эти места известны далеко за пределами России. Летом многочисленные туристы прибывают в Горицы на теплоходах. За период навигации пристань небольшого села, в котором проживает всего около 600 жителей, принимает более 200 тысяч туристов со всего земного шара. Не каждый порт крупного города на Волге и ее притоках может похвастаться столь высокой посещаемостью. Такую популярность пристань получила благодаря 3 древним монастырям, находящимся на территории национального парка Русский Север. Кирилло-Белозерскому, внутри крепостных стен которого расположилось 11 больших и малых церквей, Ферапонтовскому, знаменитому на весь мир фресками Дионисия, и действующему женскому монастырю в самих Горицах. С этим монастырем связано множество историй и легенд, порой трагических. Обитель основала тетка Ивана Грозного, княгиня Ефросинья Старицкая. Здесь, на старости лет, она хотела обрести место душевного успокоения и посвятить себя служению Богу. Близкие родственники Грозного были неудобны для царя. Он боялся, что его может свергнуть с престола двоюродный брат Владимир Старицкий. Но тот был безвольным человеком, не борцом и не заговорщиком. Главным своим противником Иван Грозный считал княгиню Ефросинью, мать Владимира, женщину прямую, стойкую и непокорную. Поэтому она и была по приказу царя насильно пострижена в монахини и сослана в основанный ею Горицкий монастырь. Так, уже пожилая и усмирившая свои мирские страсти, она и оказалась в этих местах. Однако спокойно умереть ей не было суждено. Осенней ночью 1569 года в монастырь въехал отряд коварных государственных опричников.
Взяв Ефросинью, ее сестру-монахиню Александру и сенных девушек, опричники погнали плачущих пленниц к Шексне. Все они были порублены саблями. Саму княгиню засунули в мешок с камнями и бросили в воду. Летом в Горицы приходят круизные лайнеры с шумными туристами. Зимой же здесь тихо и малолюдно. Но заснеженными эти места выглядят необычно и, пожалуй, даже красивее. Туристы дожидаются весны и начала навигации, а для сотрудников национального парка «Русский север» наступает ответственная пора. Это касается и специального подразделения службы инспекторов. Основная работа службы – это рейды по предотвращению нарушений, незаконной рыбалки, охоты, вырубки леса. Зимой к этому прибавляются мероприятия по учету животных и борьба с рыбными заморами на Кирилловских озерах. Мы готовимся принять участие в обходе. Нам предстоит многокилометровый путь, сначала на автомобиле, затем на снегоходах по заснеженным лесным дорогам к началу маршрута, а потом на лыжах по заснеженному февральскому лесу. Сегодня не самая лучшая погода для обхода. Под утро пошел снег. Однако зима по кирилловским меркам в этом году выдалась малоснежной. А учет животных необходимо провести в феврале-начале марта. Из-за небольшого снежного покрова обходы в первой половине февраля было проводить не очень целесообразно. А сейчас уже и времени у инспекторов остается не так много. Придется отправляться на один из маршрутов и при такой погоде. Мы должны дойти до егерской сторожки, пройти по лыжне около 11 километров. В лесу сумерки опускаются быстро, поэтому надо поторопиться в дорогу. Обходы – классическая система охраны территорий национальных парков и заповедников. Инспектор, передвигаясь по маршруту на лыжах, фиксирует все изменения и нарушения. Это самый распространенный способ учета животных. Ведь следы, оставленные на снегу, очень легко обнаружить и различить. Путем подсчета следов и последующей обработки полученных результатов будет определено количество животных на территории парка, их видовой состав и пути миграции. Обобщив результаты, охотоведы вычисляют количество обитающих здесь животных. Затем нынешние данные сравниваются с данными прошлых лет и определяется возможность охоты, либо запрет на ее проведение. Сначала инспектор затирает следы. На следующий день маршрут должен быть пройден заново. Путь в одну сторону занимает несколько часов. Поэтому часто в таких случаях инспекторам приходится ночевать в сторожке.
Возвращаясь в Кириллов, в лесу мы увидели кладбище и были очень удивлены. Ведь до ближайшего населенного пункта, до деревни Топорни, около 11 километров. Подойдя ближе и оглядев могилы, мы все поняли. Самые последние из них были датированы 50-ми годами прошлого века, а в начале 60-х земля эта была затоплена водами Шекснинского водохранилища. До его берега отсюда несколько сотен метров. И там, где сегодня раскинулось водохранилище, 50 лет назад стояло село Ниловцы. Всего с будущей акватории водохранилища и прилегающих территорий было выселено около 200 населенных пунктов. Для местных жителей переселение становилось трагедией. Приходилось оставлять дома и хозяйства, но главное – покидать землю, с которой, казалось, люди срослись, и на которой находились дорогие их сердцу могилы. Сегодня на водохранилище и местных озерах промышляют рыболовецкая артель из Топорни. Промыслом занимаются уже несколько поколений топорнинских рыбаков. Летом артель вылавливает рыбу неводом, зимой сетями и курлянами. Это исторический промысел, разрешенный законодательством. Рыбу вылавливают строго по квотам и в определенное время. Преимуществ у такого промысла много больше, чем кажется на первый взгляд. Вылавливается вся рыба, а не только крупные особи. Очищается дно водоема. Неводный и сетевой лов не позволяет озерам заиливаться и зарастать. Извлечение из озер водорослей, которые забирают необходимый рыбе кислород, является лучшим профилактическим средством от зимних заморов. Последствия замора нам удалось наблюдать на одном из озер. Здесь в водоем впадает ручей, вода которого несет в озеро живительный кислород. Рыбе подо льдом нечем дышать. Они устремляются к ручьям и собираются в таких местах в огромных количествах. Кислорода, конечно же, на всех не хватает, и рыба все равно погибает. Еще несколько дней назад полынья кишела рыбой. А сейчас все дно усеяно мертвой рыбешкой. Многочисленные следы, ведущие к полынье, говорят о том, что по ночам сюда приходят полакомиться лисы. Вдалеке, на еле, внимательно наблюдая за происходящим, примостился орлан. Он всего несколько дней назад прилетел с зимовки и облюбовал это место из-за обилия вкусной и легкодоступной пищи. Всего в артели 25 человек. Зимой она делится на несколько звеньев, по 3-5 рыбаков. На снегоходах артельщики выезжают достаточно далеко от Топорни. Туда, где больше рыбы. Во время зимнего лова сети ставят по бывшим руслам рек, которые поглотило водохранилище. Русла эти находят по старым картам.
Средняя глубина водохранилища не превышает 2,5 метров. Но здесь дно глубже и чище, меньше затопленных деревьев. Это самые рыбные места. Часто вместе с рыбой сети выносят коряги и бревна. В этот раз звено ожидал неплохой улов. Было выловлено около 300 килограммов рыбы. В основном лещи и налимы. В этом месте водохранилища водятся именно эти виды. Попадаются также окунь, крупные щуки и судаки. На первый взгляд кажется, что это простая работа, но это обманчивое впечатление. Помимо того, что звену за недолгий световой день необходимо проверить сети на 2-3 500-метровых рядах, еще нужно поднять несколько курлян. Впечатление простоты складывается от того, что каждый артельщик четко знает свое дело и имеет многолетний опыт. В отличие от частников, рыбаки артели очень бережно относятся к реке. Эта земля, а точнее вода, их кормит. И они делают все для того, чтобы после них она кормила их детей и их внуков. Все сооружения Кирилло-Белозерского монастыря первоначально были деревянными. Только с конца 15 столетия началось каменное строительство. Первым был построен Успенский храм. Щедрые пожертвования московских царей позволили развернуть в XVI веке большое каменное строительство. В годы правления Василия III в честь рождения сына Ивана создается церковь Иоанна Предтечи. Уже при самом Иване Грозном церковь Иоанна Лествичника и другие постройки. Трижды побывав в Кирилловом монастыре, жертвовав ему огромные суммы, Грозный, мучительно умирая, изъявил желание постричься в нем в монахи. Это желание исполнилось перед самой смертью. Постригал Иоанна Грозного инок Кирилло-Белозерского монастыря на подворье в Москве. К началу XVII века монастырь являлся одной из самых больших неприступных русских крепостей. Его каменные стены достигали 5-метровой высоты. В них было 735 бойниц, рассчитанных на пушки и пищали. Во время смуты в августе 1612 года под стенами монастыря появился враг – польско-литовские интервенты. Сразу штурмовать мощнейшую по тем временам крепость они не решились. Жгли посады, разоряли окрестности. В декабре с прибытием подкреплений начался штурм, который был отбит монастырскими стрельцами и монахами. Штурм крепости предпринимался еще несколько раз, однако все попытки закончились неудачей. Тогда неприятель перешел на обещание и заверение, что разграбление монастыря не произойдет. Однако кирилловские иноки заняли непоколебимую позицию и не склонились к измене. Монастырь
остался одним из немногих на севере России, который в смутное время так и не покорился неприятелю. Во второй половине XVII века опальный патриарх Никон, проведший более 10 лет в этих местах в заточении и ссылке, назовет Кирилло-Белозерский монастырь вторым после Троицы-Сергиевой Лавры и наиболее сильным в военном отношении. Это было время наивысшего расцвета монастыря и города вокруг него. Но уже с конца XVII века Кириллов постепенно теряет свое былое значение и начинает превращаться в провинциальный уездный городок. Что, впрочем, не помешало ежегодно проводить здесь несколько ярмарок. Появились купцы, которые тесно сотрудничали с монастырем. В XIX веке в Кириллове сложилась династия купцов Сизьминых, затем Покровских, Симоновых, Вальковых, Андреевых. Симпатичные купеческие дома до сих пор стоят на улицах городка. Сейчас в них располагаются различные организации. Кирилловский районный суд, военкомат, отдел внутренних дел, магазины и даже кинотеатр. Купцы не только торговали с монастырем, поставляя сюда свои товары, но и вносили крупные пожертвования. Поэтому многие из них похоронены в стенах обители. Большинство кирилловских купцов жило на ближайших к монастырю улицах – Долгоозерской, Гостинодворской, Ивановской. Из окон их двухэтажных каменных и полукаменных особняков открывался прекрасный вид на монастырь, которым они очень дорожили. Сохранилась легенда, что когда два закадычных товарища, купцы Вальков и Симонов, поссорились, то второй из них, желая досадить первому, сказал: «Я тебе закрою вид на красное место». Было это на самом деле или нет, сказать теперь уже трудно. Но здание гостиного двора, построенное по завещанию Симонова, действительно закрыло вид на монастырь из дома Валькова. Однако последнее пристанище оба купца обрели у стен монастырской церкви Иоанна Предтечи. И между могилами уважаемых горожан Валькова и Симонова, которые при виде друг друга предпочитали переходить на другую сторону улицы, всего лишь несколько метров. Обитель, как и подобает, после смерти примирила людей. Сегодня продолжением ярмарочных традиций в городе стал праздник в снегах Кириллова. На берегу Сиверского озера, около стен Кирилло-Белозерского монастыря, с утра пораньше раскинулись ярмарочные шатры, горки, лотки народных ремесленников. Покупай.
Парапланеристы на фоне построек древнего монастыря – это необычный антураж для веселого действия. Во время праздника, стоя под величественными монастырскими стенами, забываешь, что на дворе 21 век. Впрочем, захватывающий полет на параплане быстро переносит тебя из прошлого в настоящее. С высоты птичьего полета ощущается вся красота и величие этой земли. Величие не только архитектурное, но и духовное. Да, Кириллов провинциален, но только по расположению, а не по духу. Вообще в этом плане 10-тысячный городок даст фору многим мегаполисам. Здесь, в окружении живописной природы, сохраняется бесценное наследие, которым мы восхищаемся и гордимся, история и традиции русского севера.